Всем большой привет! Сегодня готовлю домашний торт, который готовится всего за 5 минут, абсолютно не нуждается в пропитке и получится у каждого. Для этого торта крем и начинку вы можете брать на свой вкус. Разбиваю в миску 4 куриных яйца и аккуратно отделяю желтки от белков. Яйца возьмите покрупнее, лучше даже взять не 4, а 5 штук яиц. И вообще, этот торт настолько вкусный, что я сразу советую готовить двойную порцию. Не пожалеете, мои дорогие, 100%. Так, желточки аккуратно отделили, отставляем их в сторону. Начинаем взбивать белки. Когда белки взобьются вот в такую пышную пивную пенку, это буквально 30 секунд. Небольшими порциями начинаю добавлять сахарную пудру. У меня 200 грамм сахарной пудры, и я по 1-2 столовой ложки добавляю потихоньку сахарную пудру к белкам в процессе взбивания. Также мне понадобится сок половинки лимона. Беру лимончик, разрезаю пополам и, не останавливая миксер, выжимаю лимонный сок в миску к белкам. Чтобы взбитые белки получились гладкими и блестящими, мы добавляем к ним немного лимонного сока. Также к белкам можете добавить маленькую щепотку соли. А яичные белки я использую комнатной температуры, так они лучше взбиваются и лучше держат форму. Все готово, мои дорогие, высыпаю оставшуюся сахарную пудру и посмотрите, вот такой консистенции взбитые белки у нас должны получиться. В самом конце взбивания добавляю к белкам 20 грамм кукурузного крахмала и еще раз перемешаю белки с крахмалом на низкой скорости миксера. Противень я застелила пергаментом, чтобы корж было удобно снять с противня. Теперь перекладываю белки на противень и аккуратненько распределяю, разравниваю яичные белки, взбитые по всей поверхности противня. Можно разровнять тоненьким слоем. Все готово. Отправляю корж в духовку, температура духовки 150 градусов и выпекаю корж примерно 25-30 минут до красивого золотистого цвета. А пока печется корж, мы с вами быстренько приготовим вкусный крем. Как я уже говорила, крем для этого торта можно использовать абсолютно любой. У меня сегодня крем из отвешенной сметаны. В миске у меня 500 грамм уже отвешенной сметаны. К сметане добавляю 30 грамм сахарной пудры. И вливаю 150 мл холодных жирных сливок. Буквально полминутки все смешиваю миксером на невысокой скорости, и крем уже готов. Сахарную пудру в этот крем или сахар вы можете добавлять по своему вкусу. А также, конечно, можете добавить немножечко ванильного сахара для приятного аромата со вкусом мороженого пломбир. Корж уже готов, посмотрите, какая красота получается. Сверху красивая, хрустящая, аппетитная золотистая корочка, как у безе, а внутри корж мягкий, как суфле, как пух. Равнодушных точно не останется, потому что это божественно вкусно. А готовится так просто, что получится у каждого, даже если вы готовите этот торт впервые. Аккуратненько перевернули корж. Корж нужно остудить, прежде чем смазывать его кремом, чтобы горячий корж не растопил крем. У меня корж уже немного остыл, и я равномерно наношу крем и распределяю по всей поверхности коржа. Как я уже говорила, крем для этого торта вы можете использовать любой на ваш вкус. Можно использовать творожно-сметанный крем, можно крем из маскарпоне, сливочного или творожного сыра, а можно просто взбить сливки со сгущенкой, тоже получится очень вкусный и прекрасный крем. С кремами для этого торта можно также экспериментировать, как и с начинками. У меня сегодня малина, а вы можете использовать абсолютно любые ягоды и фрукты. Можете использовать замороженные ягоды, оставьте их с вечера в холодильнике, чтобы они мягко разморозились, мягко оттаяли. И, пожалуйста, выкладывайте их, можете немножечко подварить буквально с ложечкой сахара, чтобы они получились более мягкими и сладкими. Также вы можете использовать абсолютно любые фрукты. Например, бананы с шоколадом и с орешками – прекрасная начинка для этого торта.
А моя самая любимая начинка – это консервированные персики. Я их тоже нарезаю кубиками или ломтиками, раскладываю на рулете, сворачиваю, и получается очень-очень вкусно. Как я уже говорила, моя любимая начинка, очень рекомендую. Дорогие мои, торт уже полностью готов. Для идеального вкуса его желательно оставить в холодильнике хотя бы на часик, чтобы он немного охладился, но вы можете подавать его сразу же. Как я уже говорила, пропитываться этому торту абсолютно не нужно. Его можно подавать к столу сразу же, как только приготовили. Тортик я украшу оставшимся кремом, и все уже не могут дождаться, когда же мы наконец начнем его дегустировать. Дорогие мои, с каждым днем вас, моих любимых подписчиков, становится все больше и больше, и я несказанно рада каждому из вас. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, откуда, из какого города или с какой страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас и от души поздравляю всех и каждого с наступающим Новым годом. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно, замечательно, все ваши мечты сбываются. От всей души я желаю вам счастья и здоровья. Только посмотрите, дорогие мои, какая красота получилась! Такой торт подать на праздничный стол – это уже само по себе настоящий праздник. И только вы, дорогие мои, знаете, что на приготовление этого шедевра у вас ушло всего несколько минут вашего драгоценного времени. Давайте скорее отрежем кусочек, посмотрим и попробуем эту вкусноту и красоту. Торт такой мягкий, такой нежный, режется просто идеально, нож входит как в мягкое масло. Посмотрите, какая красота! Нежное суфле, хрустящая, аппетитная золотистая корочка и много вкусной, сочной начинки, ягодки, фрукты. Все это так вкусно, так аппетитно и действительно, вкус просто потрясающий. Торт получается мягкий, как пух. Друзья, если вам понравился рецепт, обязательно поделитесь им с друзьями. Напишите мне любой комментарий, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Я жду не дождусь новой встречи с вами в моем новом вкусном видео. Гости на пороге, а вы еще не знаете, чем их угостить, этот торт – идеальный выход и идеальное решение. Это не только вкусно, но и очень красиво. Такой торт станет настоящим украшением вашего новогоднего стола. Друзья, сделайте свой Новый год незабываемым. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока, любимые мои, и скоро увидимся!